Давайте рассмотрим очень простой и эффективный инструмент нахождения важных уровней и, соответственно, сигналов от них. И называется этот инструмент Fibonacci. Fibonacci – это линии, которые мы строим по ходу движения цены. То есть в зависимости от того, как двигалась цена, если цена движется снизу вверх, то есть восходящее движение, то и Fibonacci мы растягиваем снизу вверх. Если, допустим, цена движется сверху вниз, то есть нисходящее движение, то и Фибоначчи мы растягиваем сверху вниз. Для чего нам необходимы эти уровни? То есть если мы видим абсолютно любое движение, то есть по любому движению мы можем построить эти уровни, но когда мы растягиваем Фибоначчи, допустим, все, что за этой линией, мы не знаем, что будет происходить. То есть мы растянули Фибоначчи и, соответственно, на важных уровнях 23,6, 38,2, 50 и 61,8 мы ждем какие-то сигналы для входа в рынок. Особенно хорошо, если эти сигналы совпадают с дополнительными сигналами. Это уровни, линии тренда, какие-то, допустим, там сигналы индикаторов, если вы их используете и тому подобное. Давайте рассмотрим вот самый простой пример, который мы выделили на графике. То есть мы видим, что цена у нас подошла к максимуму, мы растянули Фибоначчи. Обратите внимание, что нас интересует только вот эта область до тех пор, пока цена не перепишет минимум или не уйдет выше максимума. То есть вот только после этого нас интересуют эти уровни и сигналы от них. Рассмотрим. То есть цена опустилась до 23,6, как мы видим, слегка отбилась. Не вышла выше максимума, соответственно, перетягивать Фибоначчи нам нет необходимости. Вот первые сигналы мы уже получили. Цена подошла к уровню 38,2. Мы видим, что цена подошла, попыталась отбиться, затем сформировала отбойную свечу, но не ушла вверх. То есть какой-то дополнительный, если мы ставили лимитный уровень, мы все равно, лимитный ордер, мы все равно имели шанс, что цена даст нам возможность переставить сделку без убыток. То есть как минимум 15-14 пунктов цена прошла. Но тем не менее цена ушла вниз. Значит, мы смотрим следующий уровень. Аналогично цена подошла, застряла на этом уровне, колеблется в пределах этой линии, но все-таки уходит к уровню 61,8. Мы видим, что на 61,8 цена уже отбилась и дошла как минимум, там пробила 50, 38,2, то есть как минимум переставить без убыток или закрыться с прибылью порядка 40 пунктов у нас возможность однозначно была. Затем цена пробила 61,8, и обратите внимание, теперь нас эти уровни уже не интересуют. То есть если цена пробивает 23,6, соответственно нас этот уровень уже не интересует. И все сигналы, если цена возвращается к нему. Если цена пробивает 38,2 вниз, доходит до 50, аналогично, этот сигнал нас уже не интересует. Пробивает 50, доходит до 60, то есть нас интересует только этот уровень. Но так как мы уже получили отбой, соответственно, и этот сигнал у нас отработал. Да, сигналы не настолько идеальные, как казалось бы. То есть, если мы построим уровни, то будем 100% иметь сигнал для входа. Нет, такого не бывает, потому что это рынок, и здесь нужны дополнительные сигналы для входа в рынок. Но, тем не менее, Fibonacci очень хороший инструмент. Обратите внимание, также на любом Fibonacci у нас есть расширение Fibonacci. То есть, что это такое? Это уровни, которые идут за 100%. Это 161,8, 261,8. То есть, это уровни для поиска, например, тейк-профита и каких-то дальнейших снижений цены. Давайте этот уровень удалим и посмотрим дальше, что у нас происходит. Значит, аналогично мы построили Fibonacci. Давайте приблизим. Вот еще один я делал пример, то есть как мы строим. Мы строим по ходу движения цены, на это указывает стрелка, находим максимум, находим минимум и строим Fibonacci сверху вниз. Первая точка, вторая. Аналогично, вот в данном случае у нас цена очень хорошо отбилась от 61,8. И, кстати, самые лучшие уровни это
именно 38,2 и 61,8. То есть это те уровни, на которые лучше обращать внимание, но идеальный уровень это все-таки 61,8, который больше шансов, что от него цена отобьется. То есть мы видим, что цена отбилась и улетела вниз, переписала минимум. Нас этот Фибоначчи уже не интересует, и тем не менее цена ушла и пошла, допустим, начала формировать какую-то коррекцию. Аналогично давайте рассмотрим коррекцию. То есть мы можем по коррекции также построить Фибоначчи. И вот для чего нам нужны расширения. То есть мы видим, что расширения позволяют нам находить точки дополнительные. То есть мы видим, что цена подошла к 61,8. Да, она его пробила, но тем не менее возвращалась к этому уровню, дабы подтвердить, что он все-таки значимый. Затем цена подошла к 261,8, и мы видим, что если, например, мы продавали ниже 100%, то эти точки это точки для, допустим, поиска take profit. То есть вот take profit 1, take profit 2. Давайте я выделю take profit 1, take profit 2. И цена очень хорошо до них дошла. Давайте удалим и рассмотрим еще один пример. Вот на этом графике. То есть я уже построил Фибоначчи. Мы видим, что Фибоначчи у нас отработала. Опять же, давайте я еще раз напомню. То есть мы строим, и нас интересует только после этой синей линии. То есть мы ищем сигналы вот в этой области. Уровень 23,6. Отлично отработал. Уровень 38,2. Цена слегка не дошла, но ушла вниз. То есть тоже приблизительно, если бы мы брали, причем здесь цена там буквально 3-4 пункта, если бы мы рассматривали дополнительные сигналы, то мы бы могли войти в рынок и все-таки заработать какую-то прибыль. При этом цена пробила все-таки этот уровень и все равно на нем задержалась. То есть как минимум у нас был шанс выйти без убыток. Опять же 50% цена дошла. И мы видим, что опять же была отбойная свеча, и опять цена вернулась, и опять отбивается. То есть уровень до сих пор работает. Ну и 61,8. На этот момент цена не подошла, но тем не менее это тоже возможный отбой цены произойдет от этого уровня. Теперь мы знаем, что такое Фибоначчи, как он строится. То есть он строится по ходу движения цены. Мы знаем, что Фибоначчи позволяет в совокупности с другими сигналами, допустим, индикаторами, линиями, каналами и тому подобное, уровнями, находить хорошие сигналы для входа в рынок. Теперь давайте еще рассмотрим, то есть мы знаем, что такое расширение Фибоначчи, это уровни, на которых будет, возможно, будет наш take profit. То есть вот, например, если мы уменьшим график и построим Фибоначчи по этому движению, и в случае пробития уровня 100 вверх, мы видим, что наша цель по take profit это 161,8 и далее там 261,8. Не обязательно цена туда дойдет, но это один из вариантов поиска take profit на графике. Значит, теперь нас также интересует еще зоны скопления Фибоначчи. Давайте рассмотрим, что это такое. То есть мы видим, что у нас, например, есть Фибоначчи, построенный по последнему движению. Но также нас интересует и Фибоначчи, построенный по предыдущему максимуму. То есть почему мы должны от него отказываться? Он у нас построен, и в итоге мы видим, что у нас образовалось два Фибоначчи, и какому же верить? А верить можно двум Фибоначчи. То есть у нас в итоге на пересечении важных уровней образуются зоны скопления Фибоначчи. То есть мы видим, что, например, цена еще не подошла к уровню 50 и 61,8, но с большей долей вероятности от этого уровня будет какой-то отбой, как минимум, потому что у нас имеется уже зона скопления Фибоначчи. То есть важен и 50% от красного Фибоначчи, и важен 61,8 от синего Фибоначчи. Аналогичным образом мы видим зону скопления Фибоначчи 50% синего и 38,2 красного.
мы видим также отбой от этого FIBO. Ну, и аналогичным образом, вот, допустим, у нас еще есть зона скопления 23,6 и 38,2 красный. Мы также видим, что если в данном случае с синим цена пробила этот уровень и отбилась, но был хвост, то на красном она четко коснулась и улетела вниз. Отлетела, во всяком случае, вниз. Вот поэтому зоны скопления Фибоначчи также очень важны. Но напоминаю, что использовать Фибоначчи используя только их, очень будет неправильно, потому что нужны дополнительные сигналы. О них мы поговорим в других видео этого сайта. Также не забывайте, что Фибоначчи работает на любом абсолютно рынке. Это на фондовом рынке, на рынке Форекс, на рынке криптовалют и тому подобное.